Дождь смывает свежую краску с металла, который еще вчера считался эталоном европейской роскоши. Вспышка молнии выхватывает из темноты силуэт, заставляющий замереть от восторга. В этих обводах нет компромиссов, только безупречная аэродинамика, хищный прищур интегрированных в крылья фар и двухцветный окрас, ставший визитной карточкой элиты. В бардачке этого купе лежит портативная пишущая машинка. Намек создателей ясен. Этот автомобиль создан для тех, кто пишет историю. Писатели, журналисты, министры. Но ирония судьбы в том, что саму машину история переедет гусеницами танков, распилит пополам железным занавесом и заставит страдать раздвоением личности. Она родилась под знаком сине-белого пропеллера в Мюнхене, но ее сердце ковалось в Айзенахе. Она стоила дороже, чем легендарный Мерседес Штирлица, и была желанным трофеем по обе стороны фронта. Но в один из дней ее заставят сменить имя, а священные лазурные цвета перекрасят в кроваво-красный. Перед вами великая и разделенная надвое BMW 327. Автомобиль, который потерял родину, но обрел бессмертие. Все началось с неба. В 1916 году швейцарский инженер Карл Фридрих Раб основал в Мюнхене предприятие, которому суждено было стать легендой. Баварские моторные заводы, BMW. На их эмблеме навсегда застыл вращающийся пропеллер, рассекающий лазурный небосвод. Они создавали лучшие авиадвигатели для смертоносных асов Первой мировой. Но Версальский мир 19 года безжалостно подрезал фирме крылья. Германии запретили строить боевые самолеты. У руля встает жесткий прагматик Франц Йозеф Поп. Чтобы спасти компанию от краха, он опускает ее с небес на землю. Завод, собиравший авиашедевры, переключается на тормоза для поездов и сельскохозяйственную технику. Перелом случился в 1928 году. Концерн покупает скромное автомобильное производство «Дикси» в Айзенахе. Там по английской лицензии собирали крошечный «Остин 7», о котором мы рассказывали в одном из своих выпусков. Именно эта чужая угловатая машинка стала самым первым четырехколесным BMW. Но баварцы не хотели строить банальные коробки для покупок. Им нужна была скорость. В начале 30-х на пороге компании появляется гений инженерии Фриц Фидлер, покинувший люксовый бренд Хорих. Он создает визитную карточку марки. Шелковистые, поющие на высоких оборотах, рядные шестицилиндровые силовые агрегаты. И именно он в 1933 году насаживает на радиаторную решетку две вертикальные ноздри. Стильный, хищный росчерк, который навсегда определил генетический код бренда. Наступала эпоха абсолютного триумфа. К 1937 году Европа затаила дыхание. На дорогах появляются купе и кабриолет, созданные дизайнером Питером Шимановски на базе узлов 326 модели. Это была BMW 327. Посмотрите на нее в профиль. Низкая, приземистая линия силуэта, разделенный надвое бампер. Фары больше не торчат нелепыми глазами. Они хирургически точно вживлены в передние крылья. Оперение для нее заказывают у лучших мастеров кузовного дела, берлинской фабрики «Амбибут» и дармштадтского ателье «Аутенрид». 6 цилиндров под капотом выдавали 55 лошадиных сил. Разгоняя это произведение искусства до невероятных по тем временам 125 км в час. Год спустя инженеры совершают безумство. Ставят на машину мотор от гоночной легенды BMW 328 с 3 карбюраторами. Модификация 327/28 мощностью 80 сил превращается в подлинную ракету для автобанов. Она стоила баснословных денег – 7,5 тысяч рейхсмарок. Обычный рабочий не мог заработать на нее за всю жизнь. Даже роскошный Mercedes-Benz 230 стоил дешевле. Владельцами новинки становятся люди искусства.
богема и интеллектуалы. Комплектация с портативной пишущей машинкой в салоне – это не просто шик, это манифест. На ней писались статьи, романы и, возможно, роковые доносы. Это был пик довоенного величия Германии, хромированный триумф, за которым уже явственно ощущался запах пороха. В 1941 году сказка оборвалась. Плавные обводы уступили место угловатой военной броне. Всего 1124 кабриолета и 179 купе успели покинуть ворота фабрики, прежде чем конвейер в Айзенахе был полностью перепрофилирован под нужды вермахта. Авиамоторы, тяжелые мотоциклы для Восточного фронта, разруха. Большинство выпущенных гражданских машин сгорели в огне бушевавшей войны. В 1945 году мир изменился навсегда. Завод в Айзенахе оказался в советской зоне оккупации, но станки уцелели. Уже в 1946-м советская администрация возобновляет мелкосерийную сборку довоенных моделей. Часть из них уходит в СССР по репарациям. Советские водители, не привыкшие к подобной кузовой аэродинамике, ласково окрестят округлые немецкие машины лягушками. В 1948-м под контролем новой власти из уцелевших машинокомплектов снова начинают собирать купе, а чуть позже и кабриолеты 327. На них ездит культурная элита ГДР. Великий драматург Бертольд Брехт и министр культуры Иоганнес Бехер. Но в 1951 году гремит юридический взрыв. Возродившийся в Мюнхене на территории ФРГ головной офис BMW предъявляет права на торговую марку. Капиталистическая Бавария требует запретить использовать их имя и логотип. Выход из клинча холодной войны оказался шедеврально простым. Завод в Айзенахе меняет всего одну букву в аббревиатуре. Теперь это ИМВ. А чтобы окончательно закрепить развод, небесно-синие сектора на фирменном круге закрашивают в коммунистический красный цвет. Машина продолжала жить, но теперь она несла на себе клеймо расколотого мира. Всего до 1955 года под маркой ЕМВ было выпущено несколько сотен этих осколков довоенной роскоши, после чего предприятие окончательно перешло на выпуск утилитарных легковушек. Фриц Фидлер, человек, подаривший этой машине ее механическое сердце, пережил катастрофу. Его приглашали в Британию. Он проектировал узлы для марки «Бристоль», работал на «Опель», но в итоге вернулся в родную BMW, до глубокой старости оставаясь главным хранителем традиций бренда. Он ушел из жизни в 1972 году, застав эпоху, когда автомобили стали превращаться в безликий массовый продукт. История BMW и EMV 327 – это притча о том, что настоящая красота и инженерный гений сильнее геополитики. Можно распилить страну колючей проволокой, можно перекрасить лазурное небо на эмблеме в красный цвет идеологии. Но невозможно стереть безупречную линию крыла и песню шестицилиндрового мотора, летящего по ночному шоссе. Эта машина осталась символом эпохи, когда автомобили имели душу, а их создатели рисковали всем ради идеального силуэта. Но история не стоит на месте, и колесо времени делает новый оборот. В следующий раз мы перенесемся под жаркое солнце Италии, туда, где в том же роковом 1937 году на свет появился автомобиль, ставший триумфом предвоенной науки. Машина, чей кузов продували в авиационной аэродинамической трубе, а узлы подвески и легкие сплавы опередили свое время на 20 лет. Ее создатель умрет в день, когда первый серийный экземпляр сойдет с конвейера, оставив миру свое последнее идеальное завещание из металла. До встречи на дорогах истории.